Реставрация чугунной ванны своими руками. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Ремонт старой чугунной ванны является довольно простым восстановлением поверхности изделия. Это можно осуществить путем покраски ванны специальным составом, который по-другому называется эмалью или акрилом. Плюсы и минусы реставрации ванны. Нет запаха при выполнении работ. Возможно заделать трещины, сколы и другие дефекты, которые бросаются в глаза. Материал не реагирует на удары, быстро нагревается. Со временем не появляется желтизна. Состав сырья довольно токсичный, и поэтому при покраске нужно применять респиратор. Срок службы не такой длительный, подобное покрытие держится около 5-7 лет. Ванная может краситься от каких-то вещей, на ней будут видны глубокие царапины. Крупные трещины и сколы эмаль не сможет спрятать. Сложности при восстановлении ванны своими руками. При реставрации чугунной ванны мастера могут столкнуться с множеством сложностей, однако, чтобы предостеречь себя, вы должны изучить некоторый список. Это порядок выполнения данной работы, здесь есть рекомендации и советы для специалистов. Весь процесс должен проходить в защитном костюме. Нужно устранять все дефекты и сколы, даже если придется делать много слоев. Материал всегда наносится в несколько покрытий. В процессе работы эмаль должна просыхать. В комнате не должно быть влажности выше нормы. Используйте для реставрации только надежное и качественное сырье. Если вы будете следовать данным рекомендациям, ванна получит хороший ремонт, результат будет отличным. При этом владелец может затратить небольшое количество бюджета. Способы реставрации ванны. Восстановить купальное изделие возможно самостоятельно дома. Это с легкостью может осуществить даже самый неопытный мастер. Нужно выбрать способ, который вам подходит, рассмотреть некоторые инструкции и приобрести материалы. Известно 3 метода обновления таких ванн: с помощью налива акрила, покрытия эмалью, установка вкладыша из акрила. Подробнее рассмотрим каждый вариант. Налив акрилового покрытия. Реставрация чугунной ванны с жидким акрилом по-другому называется эмалировкой акрилом. Если вы знаете, как осуществляется стандартный способ, с этим проблем не возникнет. Речь идет о том же сырье, которое лежит в основе акриловых вкладышей. Он схож с пластиком, однако его состояние жидкое. Такой вид напоминает сгущенку, поэтому метод нанесения называется наливом. Его просто наливают в ванну, далее состав растекается и удаляет дефекты, делает поверхность ровной и гладкой. Высыхает быстро, уже через 2 суток можно пользоваться ванной. Между акрилом и ванной нет клея, поэтому покров будет прочнее. Жидкий акрил не меняет свой оттенок в процессе использования, сохраняет тепло, не реагирует на щелочные моющие средства. Реставрации таким способом подлежат не только чугунные, но и изделия из железа. Перед процедурой следует снимать сифон. Если ванна имеет дефекты в виде изгибов с момента изготовления, акрил полностью скопирует их и воссоздаст на новом слое. Ручное нанесение новой эмали. Реставрация ванн жидким акрилом – бюджетный и простой метод. Работа осуществляется благодаря затвердеванию состава и сглаживанию поверхности. Эмаль может быть в магазинах в 2 видах – эмульсия и баллончик. Во втором случае она просто распыляется на ванну. В первом нужно пользоваться кистью для нанесения. Восстановленное изделие после таких процедур может прослужить еще 5-7 лет. Срок службы полностью зависит от условий эксплуатации. Вы должны выбрать качественное сырье, потому что более дешевые аналоги со временем меняют оттенок на желтый. Главный недостаток материала в том, что он долго сохнет и застывает. Какие-то марки могут делать это за сутки, для некоторых типов нужна неделя. Как нанести эмаль на ванну? На ванну уложите праймер. В инструкции может быть указано, что эмаль должна лечь только на теплое основание. В таком случае вам нужно набрать горячую воду и сразу же слить. Наносите стартовый покров с бортов, возвращаясь на дно. Слой не должен быть толстым. Затем нужно уложить еще несколько слоев, только аккуратно и ровно. После полного застывания эмали ванну нужно отполировать. Для этого возьмите полировочную пасту. Монтаж акрилового вкладыша ванны. Восстановление чугунной ванны с помощью акриловых вкладышей является отличным способом, потому что акрил легко мыть, он устойчивый и надежный, не ржавеет. Перед проведением реставрации нужно тщательно удалить влагу с ванны, далее отметить, в каком положении находится отверстие слива и перелива. Во вкладыше нужно просверлить для них выемки.
Используя особый клей или монтажную пену, зафиксируйте вкладыш на ванной. Чтобы он лег плотнее, заполните ванну водой на 60-90 минут. Клей должен оставаться на обеих поверхностях тонким покровом. Заметьте, что процедура занимает 2-3 часа, однако срок службы такой ванны достигает 20 лет. Мастера советуют использовать для установки монтажные пены и герметики. Если вы сэкономите на этом, при купании вкладыш может отклеиваться, поэтому обращайте внимание только на надежные герметики. Тщательно обрабатывайте участки около бортов и сливов. Монтаж вкладыша чаще всего оставляют специалистам, но можно провести работу самостоятельно, потому что стоимость рабочих может быть высокой. Также придется потратиться на сырье, но результат оправдывает такие траты. Будьте внимательны, слой акриловкладыша гораздо тоньше, чем у самой ванны. Производители утверждают, что его используют практически всю жизнь, но это не так. Вкладыш имеет свойство протираться, тогда на этих участках будет заметный нижний покров. Если его оттенок будет совпадать с тоном ванны, эстетичность изделия все равно будет нарушена, поэтому при мытье ванны используйте только качественные специализированные смеси. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Коровин Сергей Дмитриевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.